Всем привет из самого сердца Барселоны. Этот выпуск будет посвящен магазину Барселоны в Тбилиси. Это первый монобрендовый магазин клуба Барселона испанского в мире. Представляете? Именно прямого управления. Нет, это не франшиза, это магазин прямого управления. Почему в мире? Потому что в конце марта 2025 года открылся этот магазин в Тбилиси. И это был первый магазин, который открылся именно вот за пределами Испании. Потом открывались в Малаге и так далее. Но вот этим и примечательно то, что здесь, в Грузии, первый в мире. Но я думаю, это круто. В этом выпуске мы расскажем вам, как добрались из Батуми в Тбилиси, на чем, сколько на это времени ушло. Выпуск будет полезен тем, кто хочет приехать в Тбилиси, например, на один день, и вернуться обратно в Батуми. Мы в Тбилиси буквально на одни сутки, то есть приехали днем и уедем вечером на следующий день. Так что смотрите выпуск, приятного просмотра. Наше путешествие начинается на железнодорожном вокзале Батуми. А это Илья. Привет, Илья. Привет. Дима. Все-таки не выспавшийся. Ну да. Рановато. Хочется спать, но мы терпим. Потерпим. Вот. Ну вы уже знаете, куда мы едем. Мы едем в магазин Барселоны в Тбилиси. Наш поезд нас ожидает уже. Вот такой поезд. Есть разные классы. Вообще добраться до Тбилиси можно различными способами. Можно на такси, самый дорогой способ, наверное, самый быстрый. Еще можно на автобусе. Это самый долгий способ. Примерно 6 часов, 6,5 едет. Но там есть Wi-Fi, что мне нравится. Но мы решили поехать на таком среднем по скорости способе. Это такой прекрасный поезд. Примерно 5,5 часов он идет. Есть разные классы. Вот есть, во-первых, он двухэтажный, первый, второй этаж. Классы есть первый и второй. Мы взяли в эту сторону, в сторону Тбилиси, недорогой, обычный класс. Но сильно не отличается от другого, который подороже. У нас 8 часов отправления. Мы что-то слишком рано пришли сюда, за 40 минут. Вот сейчас остается ждать полчаса как минимум, потом будет загрузка в вагон. Ну, здесь все очень быстро. Очень удобный поезд, очень удобный железнодорожный вокзал в Батуми. И маленький, компактный. Илья, твои ожидания от поездки в первый монобрендовый магазин Барселоны в мире вообще? Ожидания только положительные. Я очень много видел и слышал о магазинах Барселоны, о атмосфере, которая в них царит. Именно вот увидеть вживую все эти номера футболистов, которые прямо уже сразу в магазине напечатаны на формах. Конечно, это, да, казалось бы, простая вещь, но для меня это связано очень с такими теплыми эмоциями, потому что, получается, уже 8 лет я болею за этот клуб. И очень хочется увидеть это вживую, увидеть всю атрибутику, которая там будет представлена, и чисто прочувствовать эту атмосферу. То есть главная цель поездки не купить что-то конкретное, а вот почувствовать энергетику. Ну и купить тоже это было бы здорово. Да. А вообще этот магазин управляется напрямую Барселоной, то есть это не франшиза, то есть здесь они не имеют права делать что-то свое, а вот именно такой магазин, какой в Испании, в Каталонии где-нибудь. Так что это круто, мне тоже хочется посмотреть. Посмотрим, сбудутся ли наши ожидания. Едем на поезде, короче. А мы уже в поезде. 92, 95, 94. Да, вы здесь садитесь, а я здесь сяду. Сюда, да? Да. Как устроились? Нормально, проверяем интернет, смотрим. Сколько нам часов? 5 часов ехать? 5,5 где-то так. 5,5. Да. Вот надо что-то думать, что делать. Мы едем в вагонах второго класса в Тбилиси. В чем отличие от вагонов первого класса, например? То, что здесь как будто бы менее удобные сиденья. В первом классе немножко поинтересней. Здесь анатомические какие-то вставки были, насколько я помню. Потом здесь нет куда подключиться, чтобы подзарядить телефон. Это самые основные. Ну еще нет вендингового аппарата, где можно что-то купить себе. Там шоколадку, например, или попить, что-то еще. А так, в принципе, все то же самое. Мы на втором этаже, поэтому высоко.
Итак, мы выходим из поезда. Да, чуть больше 5 часов занимала поездка. Вот. Как ваше впечатление о поездке? Холодновато, очень холодно. Холодно, да, было, тоже замерз почему-то. Ну так вот. Ладно, идем давай сначала в отель, а потом дальше. Самое первое, что ощущается, здесь очень жарко. Если в Батуми приятные 22 градуса, то здесь на солнце все 30, показывает сейчас 27 градусов. В общем, гораздо жарче. Сейчас едем в отель, потом поедим и сразу же в магазин Барселоны. А что это мы видим? Это у нас значок Барселоны. И вот здесь тоже. Так, давайте спросим у Ильи, что уже нашел интересного. Сразу футболочка, да? Я Футболка. думаю, штаны присмотреть себе, да. Штаны. Какие-то Ага. хорошие. Да, здесь все можно купить и все. О, Левандовский. А как думаете, здесь есть Месси? Мне кажется, уже нет. В общем, в этом магазине есть все. Он небольшой по территории, но вот смотрите. Например, футболка такая вот. По ценам давайте посмотрим, сколько будет стоить. Футболка стоит 149 лари. Эска. Штаны стоят 254 лари. Такие штаны. Барселона. А вот кому понравилась такая вот худи, ну она на самом деле крутая. В цветах Барселоны. Стоимость, как вы думаете, сколько? 236 лари. А вот такой набор. Шорт, например, плюс футболка. Стоимость шорт у нас 272 лари. Так, и футболка 598 лари. Такие цены. Если кого-то интересует рюкзак, он стоит 145 лари. Носочки Nike с Барселоной 73 лари. Чего только нет в этом магазине. Смотрите, сразу же на входе у нас коврики такие можно купить. Тоже барселоновские. Ну, не говоря уж о футболках. Вот такие интересные есть, розовые. Да, вот Панама. Здесь мы видим брелоки. Вот такая вот бутса. 35 лари стоит. Такие есть, такие. Кому интересно, можете ставить на паузу, рассматривать. Тут очень много всего. Причем так все выглядит дорого, красиво. А с этой стороны у нас... это ручки. Вот такие вот барсовские. Кому нравится футбольный клуб Барселона, я думаю, что они будут просто в восторге. Такое мини-поле, стадион, там трава. Как тебе магазин? Супер, просто до сих пор еще не может прийти пульс в нормальный ритм. Тут все есть, да? Начиная от Да, ковриков прямо, заканчивая вот ручками и брелоками. С кусками стадиона, да. Да, кусок... это кусок стадиона? Да. То А есть, это- когда началась реконструкция Camp Nou, Ага. то есть, когда его расформировали, там начинались работы, начали продавать вот такие кусочки, как бы газона с реального Camp Nou. Это Очень реальное, да? интересно, Круто, круто. 260 лари. Ну это похоже на траву настоящую. 260. Да. Для самых маленьких футболистов вот такие есть маленькие, да, комплекты, тоже шорты, футболки. Ну, стоимость, я думаю, вы тоже понимаете, это надо будет такая каталоновская. Такие, я так понимаю, термосы здесь. 55 лари стоит. Тоже все с символикой. О, так красиво отливается. Круто.
Это конусы, что ли? Да, конусы с мячиком. Все для тренировки. Интересно. А вот такие маленькие, как назвать, худи, наверное, или свитера для детей стоят 163 лари. Выбор не такой большой, но основные, наверное, расцветки есть. Синий и красный, и бордовый. Даже игрушки есть, представляете? Вот такая вот. Что это такое? Скажите мне. Какая-то мышка летучая, похоже. Угу. Здесь. Это, наверное, символ, талисман Барсы. Да, вот он. Стоит 73 лари, вот такой огромный. Это, значит, у нас мишки. Вот, такие приятные на ощупь. Очень приятная на ощупь мишка, стоит 149 лари. Такие подушечки. 83 лари стоит. О, антистресс. Кружки, ну как же без них? Кружки Барсы. Угу. 47 лари стоит. Это у нас желтые, ну, в общем, всех расцветок есть. Белые и вот такие вот тоже. На-на-на. Барселона. А кто хочет обычные сумочки, вот такие на плечо или на ремень, такие тоже есть. Стоимость 91 лари всего. Вот такая вот будет. А это баскетбольные майки. Угу. 363 лари. Заметил, продаются футболки с 10 номером. Как вы помните, этот номер принадлежал Месси, который здесь играл. Но имени здесь нет по понятным причинам, потому что он уже не игрок Барселоны. Но за ним, мне кажется, номер еще долго будут помнить. А вот такая ветровка стоит 345 лари. Напишите в комментариях, кто взял бы вот такой себе браслетик. Или вот этот даже прикольней. Стоит 25 лари. По-моему, очень мило смотрится. Магазин Барселоны находится на улице Мираба Костава 23 в Тбилиси. Так что сюда вы всегда можете прийти и что-нибудь себе купить, если вы прям поклонник, фанат Барселоны. Цена, мне кажется, высоковата, но это того стоит. Со стороны улицы магазин выглядит вот так. Здесь есть, да, такой логотип Барселоны. И вот здесь окошечко, и сразу можете присмотреть себе что-нибудь. И вход. Открыто с 10 до 22. А мне вот, знаете, понравились вот такие шортики. Они пляжные. И там внутри сеточка. Мы скоро уезжаем в одну страну, где можно купаться. И вот это вот было бы неплохо в этих шортиках щеголять. Сколько стоят такие шорты? 181 лари. Такие, ну они видно, что качественные, прям такие легкие. Вот с кармашком даже, такой скрытый кармашек. Класс. Ну и, конечно же, атрибутика любого болельщика — это шарф. Шарф. Ну вот настоящий такой шарф барсовский. Ну это разве не круто? Стоимость 73 лари. Так, берете в обе руки и начинаете болеть за Барселону. Вот, да, Дима держит. Илья выбрал как самый главный у нас болельщик барселоновский. Такие вот себе. Это у нас как трико, спортивные штаны. И вот такое поло. Ну, такое, да, чтобы ходить по городу, например.
здорово, в таком стиле. Красиво. Кто из зрителей болеет за Барселону? Расскажите, на самом деле это такое уникальное место, уникальное событие, как открытие монобрендового магазина где-нибудь в вашем городе. А если еще учесть, что это первый вообще филиал, ну, говорят, что это очень круто. Напишите, так ли это. Пум! А что это такое? Это Илья. Илья, как твои эмоции? Забываем, не знаю, нет слов. Илья побывал в самом крутом магазине в Грузии, наверное. Реально. И Пока с что пакетиком. самый крутой магазин в мире вне Испании. Вне Испании, да, даже так. Так что вот так. Приходите, кто любит Барселону. Так. Нас не выпускают из магазина, представляете? Не пускают, говорит, оставайтесь здесь, жить. Илья, ты попался здесь жить? Конечно. Остаемся. На этом выпуск заканчивается. Сейчас мы идем погуляем, а завтра уезжаем на поезде местами первого класса. Я вам расскажу, в чем отличие от второго класса. Первый класс дороже. У нас уже следующий день. Мы находимся в поезде, который следует из Тбилиси в Батуми. Вот, мы сейчас на первом классе едем. Сюда ехали на втором классе. В чем отличие? Давайте посмотрим. Как будто бы, да, здесь меньше людей. Здесь по 2 ряда всего. А вон там, кстати, бизнес. Кусочек бизнеса вам показал. Так вот, в чем отличие? Такие же столики. Анатомические кресла, да, вот с поддержкой головы. С такой бумажкой. Да, здесь больше места для ног. И вот такие подставочки есть. О, нормально, удобно. Вот я включил подзарядку уже. 220. Все хорошо, все заряжает. Вроде бы чуть-чуть поудобнее кресло в целом. Как вам первый класс? Ну, здорово. Бизнес не хватает. На бизнес пока не хватило. Только понюхать. Ну, здесь немножко откидывается, да, вот? Да, вот это штука. удобно. Вот так можно. Еще есть, что розетка вон есть Да, для можно подзарядки. А так места больше или нет? Вот здесь вот до Больше, да, чуть-чуть побольше места, как будто. Вот так выглядит. Так что вот имейте в виду, цена за первый класс сейчас будет на экране. А мы направляемся в Батуми. Кому был выпуск интересен и кто хотел бы побывать в магазине Барсы фанатском, напишите в комментариях, поставьте лайк и вообще подписывайтесь на наш канал. У нас много интересного контента про Батуми и не только про Батуми, там, где мы проживаем и ведем активную жизнь. Всем пока!